Ой, музыку я очень люблю музыку. Мне давно не было так страшно. Очень много нового, очень много групп. Я думаю, что многие люди так делают. Вот меня надо просто вырубать вот так. Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня мы продолжаем серию видео с Инной. В этот раз мы будем говорить о ее любимых книгах, о музыке, а также о том, какие фильмы ей нравится смотреть. Ну что, вы готовы? Секунду. Не забудьте поставить лайк этому видео. Да, теперь вы готовы. Поехали! Ну что, Инна, сегодня продолжаем говорить на разные интересные темы, и будем говорить сегодня про твои предпочтения в книгах, в фильмах, а также в музыке. Вот, я думаю, что это довольно важная часть важная часть жизни многих людей, по крайней мере, меня. Вот, может быть, тебя тоже, поэтому наши слушатели и зрители очень сильно хотят об этом больше узнать. Так, ну, начнем. Вот это introduction. Начнем с музыки. Итак, вообще, ты любишь музыку? Какую музыку ты слушаешь? Какие у тебя есть любимые исполнители? И, может быть, играешь ли ты на музыкальных инструментах? Я вот все сразу выдал, а ты уж там разбирайся. Ой, музыку я очень люблю музыку. Но тут будет проблема в том, чтобы что-то рассказать, потому что я выбирала музыку в юности. Да, ты разбираешься, какая группа есть, какая новая, какие направления есть в музыке. И это очень важно, что ты выбираешь. Это еще и социальный такой момент. К какой группе ты себя относишь? Я слушаю это или я слушаю это. Это что-то значило. А сейчас у меня нет времени и желания разбираться, что там сейчас есть. Очень много нового, очень много групп, очень много новых направлений. Я совсем потерялась. Но в целом я люблю электронную музыку. Пожалуй, это у меня на первом месте. Я очень люблю электронную музыку, разную, и, не знаю, и техно, и какой-нибудь даунтемпо, ну, то есть любую электронную музыку практически. К примеру, если привести пример, Daft Punk, Etienne de Crécy и тому подобное. Я люблю джаз. Очень люблю джаз. Это совсем другое настроение. Да, такое ламповое, такая атмосфера. Мне нравится ходить в джазовые бары, джаз-клубы и джаз-бары. В Москве у меня есть одно любимое место, куда я люблю ходить. Там всегда играет живой джаз. И, кстати, интересное место, там все стилизовано под 20-е года США. Интересно. Да, классно, да. И бармены в костюмах, в жилетках, какие-то маленькие детали их образа, все соответствует. Обожаю живую музыку.
Ты часто ходишь на фестивали? Фестивали это тоже интересная тема. Я люблю фестивали, я люблю летние open-air, Мгм. музыкальные фестивали. В последние годы немного была. Последний раз была 2 года назад на музыкальном фестивале. 2 дня в палатках с друзьями. Прекрасно, отлично. Мгм. Днем все гуляют, купаются в речке, Мгм. какие-то перформансы проходят, ярмарки, а ночью много-много-много танцполов, какие-то лазерные шоу. Все отдыхают, отлично, просто прекрасно. А фестиваль был в России? Да, 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 в России. Я вообще очень люблю, это другая тема, это не про музыку, про отдых, но я очень люблю отдыхать с людьми, которые отдыхают. То есть я люблю проводить время там и с теми людьми, которые отдыхают. Очень люблю эту атмосферу. Я понимаю, да. Когда такой повышенный градус веселья, Мгм. я обожаю. Ты играешь? Ам, я играла на гитаре. Я училась в музыкальной школе, но не доучилась. 3,5 года училась, потом подумала, я не хочу эти гаммы, эти классические произведения. Ну что мне с этим делать? Я хочу играть и петь в компании с друзьями. Я бросила музыкальную школу и стала играть блатные аккорды. Просто Ты можешь песни объяснить какие-то. нашим зрителям, что значит блатные аккорды? Я, честно говоря, даже не знаю, как объяснить. Ну, Что это такая значит, блатные? немножко, я бы сказал, музыка около тюремного характера, или, я думаю, часто романтизирует такую вот криминальную жизнь, может быть. Да, да, да. Я, конечно, использовала это выражение шутя, несерьезно. Просто мы часто говорим блатные аккорды. Значит, простые аккорды не нужно, которые не требуют музыкального образования. Мгм. Окей. То есть ты не играла бутырку? Нет, я не играла бутырку, я играла популярные рок-песни. Мгм. Мгм. Эти песни тогда играли все. Играли все, пели все. Пятница? Пораньше бери. Я немножко пораньше. Это в М, основном батарейка. Батарейка, да. Батарейка, группа кино, Мгм. То есть ты прям Наутилус Помпилиус. совсем old school, получается, в этом плане. Да, 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 да. Интересно. Хорошо, но давай поговорим тогда немножко про фильмы. Мгм. Ты, наверное, я думаю, как и многие люди в наше время, любишь в свободное время, мне кажется, может быть, я не Ой, прав, смотреть фильмы, может быть, даже сериалы. Скажи мне, что ты... слушай, Сереж, я тут посмотрела этот фильм новый «Субстанция». Ты не смотрел? Нет. С Деми Мур. М-м. Это какой жанр фильма? Боже, я не знаю. Это Это хоррор? триллер, Триллер? ужасы, О, да. Эм, Ну, это ужас. Мне давно не было так страшно. А, На самом деле фильм очень большой сейчас. Сейчас все, ну, уже не говорят, но еще недавно все о нем говорили. Фильм очень жесткий.
прямо Жесткий. жесткий. Но Мгм. тема женская. а, Тема женская о том, как женщина, когда она очень хочет идти за трендами, которые транслирует бьюти-индустрия, теряет себя, теряет свое я, свою личность, и ее жизнь превращается в ад, сплошной ужас. Мгм. И это о женщинах, которые готовы на все, только чтобы сделать себя красивее. То есть они приняли фразу «красота требует жертв», как вот это их молитва, да, можно Да, сказать. да. Вот. Ну, то есть это, в принципе, про внутренний психологический конфликт. Есть одна женщина и есть вторая женщина. Здесь я себя ненавижу, там я себя люблю, и это постоянная борьба с самой собой. Но как это сделано? Я смотрела, там музыка еще такая Мгм. мощная, электронная, Да, я могу себе прямо представить. через все тело. И, о, боже, как страшно! Мне прям сердце стучит. Мгм. Мгм. Уф. Но второй раз смотреть не буду. Мгм. Но Понимаю. было классно. Было классно. То есть по этому маленькому примеру можно понять, что ты большой фанат хороших фильмов. Да, то есть ты любишь смотреть Я, такие слушай, жесткие, но интересные фильмы. да вообще-то нет, это совсем не моя тема, но просто не мой жанр. Я не Мгм. люблю хорроры, я не Мгм. люблю ужасы, триллеры. Обычно я это не смотрю. Но здесь хотелось посмотреть. Все говорят об этом фильме. Мне нравится Деми Мур. Было интересно. И музыка. В трейлере музыка такая, что ну как не посмотреть? Ты меня заинтриговала, да. Я думаю, что мне тоже хочется посмотреть. Не знаю, возможно, потому что сейчас я живу здесь, во Вьетнаме, я редко хожу в кино и как-то даже не слышу о последних интересных новинках. Вот. Да. Ну, хорошо. Я, Мгм. может быть, гляну. Гляну. Ну, попробуй, Но попробуй. в свободное время ты, допустим, смотришь сериалы, как говорят американцы, обжираешься сериалами. Вот сериалами я как раз не обжираюсь, но смотрю, знаешь, в каком формате? Обычно на телефоне между, между работой или когда я одна, и у меня перерыв. Например, я иду на кухню, я хочу пообедать, у меня есть полчаса, и мне нужно переключиться. Переключиться. Мгм. Да, у меня голова очень инертная. Если я думаю, например, о работе, то я не могу остановиться. Думаю. Вот меня надо просто вырубать вот так. Все, не думаем. И Мгм. а, фильм, какой-то сериал, фильм имеет на меня такой эффект. Он меня может переключить, меня вырубить из этих мыслей. Поэтому я часто специально включаю сериал, ам, чтобы у меня голова отдохнула, переключилась на другие мысли. Хм. Я думаю, что многие люди так делают. Да, я Да. думаю, что я Мгм. также так делаю. Хотя иногда я думаю, что мне стоит, наоборот, ничего не смотреть. То есть я прямо чувствую, что моя голова настолько перегружена, что дополнительная какая-то информация мне сейчас будет только вредить. И я обычно включаю музыку в таком случае. Мгм. И это тоже Мгм. помогает отвлечься. Я просто слушаю, я готовлю или я танцую. И да, потому что я Мгм. всегда готовлю еду. На самом деле готовить очень сильно помогает расслабляться, потому что ты делаешь Мгм. какую-то вещь, ты просто вот здесь находишься в этот момент,
медитация Да, своеобразная. да. Вот. Но есть ли какой-то у тебя фильм, который ты можешь сказать, вот это мой самый любимый фильм? Это культовый фильм, самый лучший, или вот один или два фильма таких? Конечно, не один. Не могу выделить один. Несколько есть, наверное. Я обожаю фильм «Великая красота» La Grande Bellezza. Когда не слышал. Да. Я обожаю сериал «Твин Пикс». Мгм. Ам, Твин Пикс это тоже триллер, нет? ну да, но он да, мне нравится. Наверное, мне все таки нравятся триллеры. Но в «Твин Пиксе» мне нравится атмосфера. Мне нравится атмосфера, мне нравятся странные идеи Дэвида Линча. А, Мне нравится, что ничего не понятно. М. И можно думать, что он имел в виду. Особенно новый, последний сезон. М. Вообще ничего не понятно. Что еще мне нравится? Самый любимый фильм. Ну, вот эти пока пришли в голову и хватит. Есть еще, конечно. Ну, давай закончим наше трио, конечно, я бы сказал, королем, а, я не знаю, даже королем хобби или королем таким, я бы сказал, в том плане, что исторически так люди проводили время, а именно читали книжки, да? А, Да, это я хотел да, сказать. да. Ты любишь читать Ой, книжки? слушай, я сейчас читаю книги. Вот действительно сажусь и читаю книги. Это детские книги, которые я читаю дочери. Сейчас я читаю прикладную книгу. Вообще, чаще я читаю такие книги. Как это называется Нон-фикшн, мне по-английски? кажется, по-русски говорят тоже. Ну да, не художественную литературу, прикладную. Прикладную значит такую, которую можно приложить, которая прикладывается к какой-то практической задаче. То, что можно использовать в жизни. Вот такие книги я читаю больше. Мне это интереснее, и мне это нужно. То есть, когда мне нужно решить задачу, а я не знаю как, я читаю книгу на эту тему. Или мне нужно узнать какую-то информацию на определенную тему, тоже для работы или для своих личных задач, то я читаю такую книгу. Художественную литературу, честно сказать, я очень давно не читала. Ну, ты бы хотела? Когда я читала последний раз? Наверное, это были Петровы в гриппе и вокруг него. Это книга современного российского писателя из Екатеринбурга. Забыла фамилию. У меня всегда проблема с фамилиями, с именами. Да, наверное, это была последняя книга, которую я прочитала. Это было в 21 или 22 году. Во время пандемии, Давно. наверное. Наверное. Мгм. Мгм. Потом еще фильм снял Серебренников по этой книге. Я слышал про фильм как раз, я не знал, что это по книге. Многие говорят, что он новый Булгаков, современный. Потому что в книге очень много слоев. Мгм. То есть ты читаешь вроде бы бытовой роман. Но если подумать, то там есть еще уровень поглубже. Если ты умеешь читать символы, если ты знаешь
мифологию греческую, Мгм. что ты еще тогда, то есть если ты умный, интеллектуальный человек, то ты видишь эти слои и видишь спрятанные значения. Мгм. Честно сказать, я ничего не заметила. Молодец, что Вот. честно сказала, призналась. Я только хотел сказать, что эта книжка такое, как будто бы лакмусовая палочка для хипстеров, знаешь, такая. Вот, знаешь, ты прочитал, ты знаешь все, такой, йоу, я все знаю, я молодец. Такой, а если такой нет, ты такой думаешь, вот я дурак. Э, Да, но тем не менее тебе понравилось, да? Мне понравилось, да, мне понравилось. И фильм тоже понравился. Классный фильм. Здорово. Советую посмотреть. Мгм. А из классиков я люблю Достоевского. И Булгакова тоже. Но Достоевский — это мое все, это номер один. Перечитываю. Есть одна любимая книга, самая любимая, имею в виду. «Братья Карамазовы». Да, окей. Я думаю, что на этом закончим. Я думаю, конечно, можно говорить еще больше на эту тему. Легко. Вот, легко, да. Но спасибо тебе, Инна, за то, что пришла сегодня к нам на канал. Да, да, спасибо. Всегда рада. Спасибо за просмотр этого видео. Друзья, еще раз хотел сказать спасибо всем, что вы смотрели. Напишите в комментариях, какие вы любите смотреть фильмы, какие вы любите читать книги, какую музыку вы любите слушать. А также не забудьте сказать спасибо Инне, что она пришла сегодня к нам на канал. И последнее спасибо всем моим патронам, а также супер патронам, таким как Джош, Джоэл, Джефф, Лиз, Мэтью, Холли, да, и Андрея. Спасибо, друзья. До скорого и пока-пока!